Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Как видите, сегодня я пришла к вам с помощниками, потому что боюсь, что сама с этой темой не справлюсь. Сегодня поговорим об необходимой отдельности. И, как всегда, я вас попрошу поработать немного, но на благо себя. Я бы хотела, чтобы вы взяли ручку, бумагу или же открыли записки в своем телефоне. Даже можно смс-сообщение самому себе написать. Мы сейчас с вами будем определять нормальность и ненормальность в определенных ситуациях. И я бы хотела, чтобы вы в первое впечатление там записывали, потому что оно самое честное, не задумываясь. Вы будете ставить в процентах, то есть или процент ненормальности, или процент нормальности. Пусть нормальность у нас буква N будет, а ненормальность NEN, не нормальность, не Н. И попробуйте записать, сколько в этой ситуации нормальности, сколько ненормальности. Готовы? Тот, кто самый смелый, поделится в комментариях. И тогда даст возможность посравнивать, понять, как мы по-разному видим мир. Итак, первая ситуация. Мама маленького ребенка звонит своей подруге и говорит: мы сегодня очень хорошо кушали, потом поспали и сейчас играем. Как вы оцениваете процент нормальности этой ситуации? Здесь нету никаких правил, не стремитесь, дайте мне правила, дайте мне инструкцию. Вот по наитию, интуитивно. Когда вы бы услышали, сидя в кафе, такой диалог мамы со своей подругой по телефону, вы бы восприняли это как нормальный диалог или в этом диалоге есть ненормальность? То есть не маму ненормальную, а диалог. Мы хорошо сегодня поели, хорошо поспали и теперь играем. Или мы теперь гуляем. Записали? Хорошо. Следующая ситуация. Давайте представим, что в поликлинике к терапевту в кабинет заходит 20-летняя девушка вместе со своей мамой. На прием записан один человек. И мама говорит терапевту, показывая глазами на дочь: у нас температура держится уже 3 дня и жуткий кашель. То есть на прием записана 20-летняя девушка, но она пришла с мамой, и мама ведет этот диалог с терапевтом. Опять же, интуитивно напишите, какой процент ненормальности в этой ситуации. Ну, от 1 до 100, конечно, процентов. Как вы это воспринимаете? Для вас это нормально или ненормально? Следующая ситуация. Руководитель на собрании говорит: у нас есть проблемы с дисциплиной, и поэтому мы вынуждены ввести жесткие правила. Как вы воспринимаете эту ситуацию? Какой процент ненормальности в ней? Что-то коробит вас? Сравнивайте со своим представлением о том, что такое норма. И четвертая ситуация, завершающая. К нотариусу приходит мужчина оформлять права собственности на дом. Ему достался в наследство. Они заходят к нотариусу вместе с женой. Жена достает папку, в которой сложены все документы, муж сидит. Жена открывает эту папку и говорит: мы принесли все необходимые документы. Определите здесь ненормальность. Есть ли в этой ситуации с вашей персональной точки зрения какая-то ненормальность? Вот если будут смельчаки, которые поделятся в комментариях своими процентами,
то вы сможете увидеть, что у всех будет по-разному. То есть у нас у всех есть свое представление о норме, о том, как должно быть. И сегодня мы подробно поговорим про я, ты и мы. Вот эти вот котяточки, они у нас символизируют мы. Вот если мы возьмем с вами примеры, там во всех этих примерах было вот такое совместное мы. Когда мы говорим про маму и маленького грудного ребенка, то они действительно мы, потому что ребенок один не дееспособен. Если мы ставим одного ребенка, он не выживет, не выдержит. Он объективно недееспособен. Он нуждается в мы, тогда он выживет. Но если мы возьмем, например, ситуацию с мамой и 20-летней девочкой, которую она привела к врачу, то мы должны понять, а почему она пришла с мамой. Можно скоропалительно делать выводы, и вот я наблюдаю на группе «Сталкер», кстати, на которую мы набираем еще участников, приходите, как люди, не уточнив детали, начинают делать быстрые выводы. Вот про маму и девочку можно сделать быстрый вывод, но если узнать, что у девочки, например, аутизм, да, сразу сказать, 20 лет, что она пришла. И когда вам добавляют, у девочки аутизм, то сразу ситуация переворачивается. Видите, как маленькие детали могут полностью перевернуть картину. Или же девочка немая, например. Или у девочки настолько сел голос, что она не может говорить. То есть мы вносим небольшие детали, и ситуация играет разными красками. Но суть нашего ролика и нашей темы в том, чтобы мы разобрали, а что такое мы, для чего нам надо это мы. Допустим, девочка дееспособная, она может говорить, все нормально с ней, но почему она пришла с мамой? Давайте представим, а что будет, если эта девочка придет без мамы. 20-летняя дееспособная девочка придет без мамы. Какого котика мамой назначим, белого или черного? Конечно, черного, у мамы ж такие у нас. Итак, девочка пришла одна. Она пришла одна. Чем поменяется ее восприятие себя, когда рядом есть мама и когда мамы нет? Давайте тоже порассуждаем и попробуйте тоже записать у себя где-то в блокноте, в комментариях или помыслить. Что поменяется? Я попробую пофантазировать и попробую побыть этой девочкой. Если я привыкла, что мама со мной рядом, я себя в ее присутствии буду чувствовать увереннее. То есть я как будто лишаюсь какой-то защиты, и мне необходимо быть более напряженной, потому что мне необходимо самой устанавливать этот контакт с миром. Была мама посредником с внешним миром, а сейчас я одна, я без мамы. Вся ответственность лежит на мне. Посмотрите, как это сразу создает вот это напряжение нервное и создает большее включение всех систем. Начинает думать голова, начинается больше напряжения, начинается больше интереса к внешнему миру. Потому что если мама расскажет врачу о том, что у меня болит, мне не надо учиться самой формулировать конкретно, лаконично, мочь донести точку зрения, понять, что если врач меня не понял, надо уточнить. Сказать ему: нет, вы не так меня поняли, а конфликтная эта ситуация или нет. Видите, я выбрасываюсь во внутренний мир, но в это же время я приобретаю самостоятельность, потому что я приобретаю навыки выстраивания контакта с миром самостоятельно. То есть я с мы всегда по-другому, когда я вместе с мамой, то я воспринимаю себя по-другому. Я себе могу рядом с мамой быть неженкой. Вот некоторые женщины достаточно сильные, ну, например, с мужьями определенного типа сразу начинают быть маленькими и слабыми. Или же, наоборот, мужчины рядом в одиночестве, они обычно серые, а рядом с женщиной они сразу чувствуют наполненность силой, они защитники.
Или же наоборот, рядом со своей женой они так орлы, а рядом с женой или с мамой становятся маленькими мальчиками. То есть наше восприятие себя, когда мы в «мы», оно меняется. И нам приходится, например, этой девочке, которая пришла к врачу, выдерживать свои эмоции в первую очередь. То есть, если мы представим, что врач устал, он работает в государственной поликлинике, у него это 25-й пациент, и еще 15 надо принять для выполнения плана. Мы, понимая его состояние, можем представить, как он на нее будет реагировать. Если девочка привыкла к ощущению исключительности рядом со своей мамой, то она будет воспринимать поведение врача как игнорирующее, отвергающее. Оно неправильное. Потому что, создавая пространство мы создаем пространство с определенными правилами. Мы в них научились жить, и мы бы хотели, чтобы весь мир тоже жил по этим правилам. Даже если эти правила корявые, неэффективные, нам вредят, но мы их уже выучили. Мы уже знаем эти правила. И поэтому мы незаметно с собой приносим вот такую емкость, внутри которой мы сидим, и смотрим в маленькую щелочку на людей. Итак, когда мы с вами говорим про себя, мы говорим о том, что у нас есть какой-то внутренний мир, какое-то представление о нормальности. Вот вы писали процент. И из этой нормальности мы воспринимаем поведение других людей. Но все, что ненормальное, будет нас злить или ранить. То есть, если эта девочка привыкла к опекающей маме, значит, она будет или ощущать боль, или злость на этих неправильных людей. И чем более поддерживающий этот второй, нам же всем хочется поддерживающего второго, безусловно, принимающего нас, тем я могу менее адаптироваться к этому внешнему миру. То есть, если я создаю определенную свою какую-то странную, особенную атмосферу с кем-то в «мы», то тогда я могу, нет, не могу, а тогда я неизбежно буду больше раниться об этот мир или больше злиться. Потому что у меня будет норма правила, и даже если меня поддерживает один человек, он уже подтверждает мою правоту. Но некоторые люди и могут в одиночку создать эти правила, считать весь мир неправильным. И когда мы говорим про девочку, например, мама говорит, я схожу с тобой к врачу. Или жена говорит мужу, я с тобой пойду к нотариусу. И этот человек говорит, нет, спасибо, не надо, я сам. Я сам. Например, у женщины на работе случилась конфликтная ситуация, и муж говорит, ты, я вижу, расстроенная. Давай я послушаю, что у тебя произошло. А она говорит, не надо, я сама, мне надо сначала разобраться с тем, что произошло, а потом я поговорю. Или же муж говорит, что ты расстроена, и жена начинает говорить о том, какие они все плохие, ужасные, и муж или поддерживает, или не поддерживает. Но мы начинаем близкому выливать все, что внутри. То есть, видите, близкие люди, оказывается, в том числе нам нужны для того, чтобы было с кем разделить эмоциональность. Вот, например, 20-летняя девочка, она волнуется у врача, когда есть мама, она себя чувствует увереннее, она чувствует поддержку. Муж у нотариуса тоже себя чувствует увереннее, потому что есть поддержка. То есть он себя ощущает более незащищенным. И так часто бывает, когда одинокие люди себя чувствуют менее как будто защищенными, менее значимыми, потому что у них нет определенного пространства «мы», в котором этот человек имеет особенную ценность. И многие остаются в отношениях именно потому, что они боятся потерять эту особенную ценность или те дополнительные опции, которые своим присутствием создает другой.
И тогда достаточно сложно разобраться, есть ли это там чувство, есть ли там желание быть вместе, или это необходимость грудного ребенка, который терпит второго, терпит, зависит и одновременно ненавидит, потому что он без него не жизнеспособен. Также наш второй, неважно, это подруга, друг, сестра, муж, жена, мама, бабушка. Также этот второй, он, давая нам вот это вот ощущение нормальности, потому что он тоже в этом пространстве, как и мы. Да, у нас одинаковое некое пространство. Можно тогда не задумываться, что у меня не так в отношении с миром. И родители, которые, скажем так, отдельно от детей, говорят, дальше все сам. Эти дети себя, с одной стороны, чувствуют незащищенными, за их спиной никто не стоит, но с другой стороны, они учатся быть самостоятельными. И если вот ребенок самостоятельно становится слишком рано, то он начинает искать это мы где угодно. То есть он будет тем, кто будет склонен к слиянию. Но если создавать постоянно тепличные условия для своего ребенка, для своего мужа, жены, подруги и так далее, то человек будет хуже адаптироваться, ему будет тяжелее. Он не будет анализировать. Ему можно все время прийти к поддерживающему, и тот скажет, что все неправы, все плохие, а ты один хороший. То есть теряется критичность. И поэтому в семьях, где люди находятся в слиянии, они дают эту безусловность, и они становятся менее критичными в обычной жизни, хотя до брака или до союза они были более критичными. Также бывает в «мы», что человек начинает требовать от партнера, чтобы тот ему дал то, что он не может получить во внешнем мире. Например, если человек очень сильно притворяется хорошим, то в семье он, например, может быть демоном, потому что ему надо компенсироваться. Или же если человек не получает значимость в реализации, то ему надо в семье быть скомпенсированным. Например, если я не работаю, а мой супруг работает, то я буду преувеличивать значимость того, что я делаю. Потому что мне этой значимости не хватает, и мне надо быть постоянно подтверждение того, что я хорошая, правильная, постоянная похвала. Но это я сейчас со стороны, если я требую, например, у мужа постоянно свои ценности, а может быть наоборот, ты ощущаешь, что другой от тебя постоянно с ножом у горла что-то требует. И здесь хорошо бы было понять, а что с ним происходит, с этим другим. Чего именно он пытается, это когда младенец пьет молоко матери, у него уже грудь пустая, а младенец не наелся. Вот это говорит о том, что есть какая-то эфемерная потребность, которую человек никогда не сможет удовлетворить, и такое впечатление, что ему все время мало. И понимание, что именно твоему супругу, твоему другу мало, твоему родственнику, помогает не ввязываться полностью в эти игры. Итак, дамы и господа, как видите, в пребывании вместе есть свои плюсы и минусы. И здесь ролик не про то, как правильно. Здесь нету как нормально в этом ролике. В этом ролике я хотела, чтобы мы с вами вместе порассуждали над этим всем. И понимание, что в этом мы есть, с одной стороны, плюсы в этой поддержке, но с другой стороны есть и минусы. Про то, что я вам говорила. Тогда адаптация к внешнему миру становится ниже. Поэтому я предлагаю смотреть на свои отношения. Посмотреть после этого ролика каким-то новым взглядом. И понять, что происходит между вами и вашими близкими. И если отношения избыточно заряжены, это говорит о том, что кто-то хочет, тогда у каждого свое вот такое лукошко, и каждый хочет, чтобы второй прыгнул в его лукошко. Да?
Если много требований, много эмоционирования, это я хочу, например, если я черный котик, чтобы в этом мире были правила черных котов. И белый кот должен жить по правилам черных котов. И создавать пространство «мы» не всегда здорово. Это может быть вполне патологично. Тогда человек создает внутри своей семьи некую секту и все больше отдаляется от внешнего мира, становится менее реализованным в нем. Вот такие рассуждения мои, а ваши рассуждения попрошу написать, как всегда, в комментариях. Можно ставить плюсики в поддержку комментария, например, если у вас есть желание поддерживать мой канал. И напоминаю, что у нас начнется уже в следующую субботу проект Connect 2. Это живые психоаналитические сессии с разборами. Есть вся информация на сайте olgademchuk.org. Приходите. И мы уже почти завершили набор в группу «Сталкер». Там осталось несколько мест. В 2 группах одна уже набрана полностью. И если вы хотите потрогать ручками все эти процессы, поучаствовать в них персонально, в процессах внутреннего мира, то приходите на «Сталкер». Тоже информация есть на сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.